Всем привет, винтажники! Сегодня у нас на обзоре будет очень красивый лот украшений, который я приобрела на аукционе eBay в США и который добрался ко мне с огромными приключениями. Дело в том, что продавец положил все эти украшения в один общий пакет и загрузил их в коробку. И по счастливой традиции эта коробка попала на таможенный досмотр. Я не знаю, что там с ней происходило в процессе досмотра, но по факту я получила гору украшений, просто валяющихся по всей коробке. И, конечно же, в процессе их транспортировки многие из них потеряли свои кристаллики, кабошоны, камушки и так далее. И когда я выкладывала их из коробки для вас на красивую подложку, я сложила все эти кристаллики в отдельную коробочку и благополучно забыла, где она. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим все эти украшения в том виде, в котором они находятся сейчас, но в процессе я их, конечно же, потом восстановлю. Здесь есть два украшения, которые стали триггером к покупке. Конечно же, вы поймете почему. Ну и все остальные украшения шли очень красивым и приятным бонус. Это видео, скорее всего, выйдет в двух частях на YouTube и в многочисленных роликах в TikTok. Поэтому, если вы начали смотреть, знаете, вас ждет очень красивый обзор. Не будем тянуть, поехали! И откроет сегодняшнюю распаковку украшение, которое лежит ко мне ближе всего. Это брошь. Посмотрите на эту красавицу. Она достаточно интересно сделана. У нее есть такое красивое градиентное сочетание цветов от самого светлого, тепло-медового оттенка к такому карамельному и коричневому. Явно отсылает нас к моде 20-х, 30-х и 40-х годов, когда украшения были акцентные, очень часто были изготовлены в форме цветов, животных и таких красивых флоральных мотивах. Мы видим с вами многоуровневую конструкцию. Цветочек выполнен в 3 ряда. Видим с вами также отсылку к моде того времени, когда кристаллы крепились крапанами. Но на самом деле эта брошь современная. И об этом нам как раз-таки говорит не качество ее изготовления, потому что изготовлена она достаточно аккуратно и качественно, а как раз-таки материалы, из которых она сделана. Сочетание кристалликов черных и прозрачных. Кристаллики эти, скорее всего, выполнены из стекла в технике ПВ. Они достаточно близко посажены друг к другу и создают такую ровную, красивую, сияющую поверхность. А вот эти кабошончики, которые у нас как будто закреплены в крапана, они как раз-таки выполнены из пластика с фасетной огранкой. Давайте перевернем и посмотрим на изнаночную сторону. Изнанка нам как раз-таки выдает происхождение, современное происхождение броши, потому что большинство украшений, которые производятся по сегодняшний день, имеют вот такую характерную брошировку. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, изготовители пытаются повторить отливку по формам, когда ее изготавливали из песка, и в эту форму из песка наливали металлосплав, и в итоге спинка изделия получалась такая ребристая, не в полосочку, а скорее в такую точечку, повторяя собой фактуру песка. Здесь почему-то мы видим с вами такую полоску, схожую на брошировку чем-то, но это очень характерный признак современных украшений. Большинство из них, и их, конечно же, делают на сегодняшний день в Китае, имеют именно вот такую обратную сторону. Что мы здесь видим с вами еще? Мы видим открытое крепление вот этих кабошончиков из пластика. Это дает нам как раз-таки игру света. Видите, я вожу сзади рукой, и более светлые кабошончики очень красиво переливаются и играют со светом. Это также отсылает эту брошь по ее стилистике к началу 20 века. Очень часто украшения были изготовлены именно таким образом, с открытым креплением кристаллов, для того, чтобы свет проходил через них и создавал такую игру света и тени, заставляя украшения как бы сиять и гореть изнутри. Брошь выполнена очень качественно, и, конечно же, о том, что эти кристаллики, точнее кабошончики из пластика посажены у нас не в крапана, а на клей, нам говорит вот этот один потерянный элемент, который выдал все секретики этой броши. Тем не менее, брошь достаточно красивая. Я ее обязательно, конечно же, восстановлю, как я ранее сказала. Мне кажется, такая брошь будет очень красиво смотреться на каком-то черном лацкане пиджака, и определенно она, даже несмотря на то, что она современная, она достаточно красивая и заслуживает того, чтобы ее носили. Далее
у нас будут серьги. Также на флоральную тематику в виде букетов цветов. И мы с вами видим как раз таки, что они выполнены из порцеляны. Уже такая старенькая работа. Некоторые лепесточки, к сожалению, имеют сколы, что, естественно, конечно же, для таких хрупких украшений. Это абсолютно ручная работа, ручная роспись. Большинство таких украшений изготавливалось именно в Англии и везлось уже на экспорт в США и по разным другим странам. Я знаю, что есть отдельные фанаты, ценящие как раз такие украшения с порцеляны, их активно собирают. Если рассматривать, например, английские бренды, то самый знаменитый из них, наверное, бренд Exquisite. Ну, больше мне о них сказать нечего. Маркировок здесь никаких нет. Серьги дожили в том состоянии, в котором дожили, смогли дожить. Вот, с потерями, со сколами, но тем не менее со своей общей структурой они сохранились, в принципе, достаточно хорошо для своих лет и с учетом хрупкости их материала. Далее давайте смотреть, что тут у нас такое большое и красивое лежит. Ух ты! Это колье, такое очень тяжелое колье. Посмотрите, как оно интересно сделано. Я, честно говоря, первый раз вижу такую конструкцию. Она прям многоуровневая. Каждый этот элемент посажен отдельно на гибкую цепь. Они все вместе между собой скреплены. Очень интересное украшение. У него достаточно такой массивный замочек лобстер, без каких-либо опознавательных знаков и маркировок. Но украшение выполнено очень качественно. И оно похоже на такой какой-то красивый павлиний хвост, что ли. Невероятно просто. Посмотрите, как переливаются кристаллы. И каждый вот этот цветочек, он еще отдельно внутри проработан каким-то чернением. И при том, что вся эта конструкция подвижна, давайте посмотрим его на манекене. Ух, как красиво оно сияет. Украшение императрицы в каком-то таком красивом стиле. Кстати, знаете, я сейчас на него посмотрела. Возможно, это украшение относится к стилю, который называется Hollywood Regency. Все французское, все помпезное. И вот получила такое свое название благодаря тому, что стало популяризироваться среди как раз-таки голливудских актеров и актрис. Мне нравится это украшение. Я пока с трудом могу его атрибуцировать к какому-то конкретному периоду. Кстати, я вижу, не отходя далеко от нашего прекрасного колье, я вижу серьги в комплект к нему. Опять два таких красивых павлиньих хвостика, но на самом деле вы видите, что все эти хвостики собираются в такой единый цветок. Честно говоря, я даже затрудняюсь ответить вам о возрасте этого украшения, потому что вроде бы вот эта часть у него достаточно современная, сквозная на ушко. Но с другой стороны, оно выполнено в супер винтажном стиле. Здесь очень качественные кристаллы стоят. Они переливаются и сияют. Возможно, это даже кристаллики Сваровски. Судя по их чистоте и блеску, может, вы мне поможете его как-то атрибуцировать по времени. Но, конечно, приятно, что в таком лоте как раз-таки собрались парные украшения. И это бывает нечасто. И такое массивное, красивое колье очень-очень нравится. Дальше у нас я вижу серьги. Такие вот малюточки. Цветочек с голубым кристалликом в середине, в центре. Серьги-гвоздики. Очень качественно сделаны, похожи на позолоту. И мы тут с вами видим маркировочку Avon. И как раз таки это украшение может быть легко в повседневной базе, потому что оно достаточно милое, очень легкое, очень маленькое, но при этом может создавать очень красивый акцент на ушко. Например, если у вас голубые глаза, как у меня. Мне очень нравится. И, кстати,
красиво даже сочетается с моим кольцом. У них практически одинаковый оттенок кристалла. Далее смотрим, что тут есть еще. А еще у нас тут есть браслет, такой слайдер на цепочке, нанизаны разные шармы, элементы в эмали горячей. Красивый браслет, очень качественно сделанный. Как сама цепочка у нас имеет хорошее качество сборки, так и все шармики. Я не вижу тут маркировки, хотя нет, что-то тут есть. СП. Ну, пока я затрудняюсь сказать, что означают эти две буквы. Больше никаких маркировок я здесь не вижу. На замочке в том числе. Но посмотрите, как красиво проработан каждый шармик. Кстати, вот такая прозрачная эмаль. Это дань люстровой эмали. Люстровая эмаль использовалась в дорогих линейках украшений. Например, ее очень сильно любил Марсель Буше. И люстровая эмаль отличалась сверхсиянием. Она была изготовлена с мелкой пылью от драгоценных камней, с частичками золота, серебра. И за счет вот этой пыли она приобретала такой практически металлический шиммерный блеск, красивый перелив и игру света. Украшения с люстровой эмалью достаточно дорогие, и изготавливались они в очень-очень ограниченных партиях, как раз таки потому, что это был достаточно дорогой процесс и сложный по изготовлению самой вот этой эмали. Ну, это украшение, конечно же, не с люстровой эмалью, это просто горячая красивая эмаль, очень качественно выполнена. Ну а я давайте померю этот браслет на такую новогоднюю тематику. Я знаю, что есть отдельные коллекционеры новогодних украшений, увлекающимися таким направлением в ювелирных изделиях. Мне, конечно же, приятно получить такое красивое украшение в своем лоте, очень качественное, очень яркое и нарядное. Мне кажется, я его обязательно буду носить. Я люблю браслеты, как вы видите. Дальше я вижу еще одну прекрасную миниатюрную брошь. Я бы сказала, что она выполнена на какую-то геральдическую тематику. Какие-то вот такие отсылочки у нее есть с геральдикой. Многолучевая звезда с центральным кристалликом, кристаллики стекла, имитация жемчуга и центральный элемент. Не знаю, из чего он сделан. Возможно, пластик или фарфор. Маркировочек здесь я не вижу, но подобные изделия очень активно изготавливались брендом Кора. Иногда такие броши дают прям максимально красивый акцент на супер лаконичных образах. Следующее украшение, которое мы с вами посмотрим, будут вот эти потрясающие серьги. Это серьги из перламутра. Посмотрите, как он сияет. К сожалению, на снимках продавца я видела, что у этих сережек есть потеря в виде вот такого потерянного одного кругляшка, который должен быть вот здесь. Немного мы с вами видим неаккуратные следы клея, возможно, их ремонтировали. Маркировок здесь нет. Помнила очень красивое украшение, которое есть у меня в книгах, для того, чтобы вам его показать. Это украшение от Марсель Буше. Так, посмотрите внимательно. Здесь есть плакат, на котором видны украшения как раз-таки с морскими звездами, как в моем примере. Очень-очень схожего дизайна. Посмотрите, как сделаны вот эти звездочки сами, дизайн звездочек, и как сделаны они на вот этом плакате. Как по мне, сходство максимальнейшее, и даже по креплениям, и по дизайну, и по материалам. Этот комплект относится к 1954 году. Наутик у него название. И вот также здесь представлены украшения, которые выполнены схожим дизайном, с перламутром, с такими круглыми красивыми элементами. Очень похожие вот эти клапана, которые держат основание
вот этих круглых перламутров. И вот еще одно украшение как раз-таки с рыбками. Скорее всего, это некий оммаж на его изделие. Ну вот такой интересный факт я заметила про эти серьги и решила с вами поделиться, потому что когда торговался лот, я смотрела на эти украшения и не могла понять, где же я их уже видела. А оказалось, что я их видела у себя в книгах. Такие в тон моей рубашки хорошо подходят. Вот, я такие украшения люблю. Мне очень хочется их восстановить, и я их буду с удовольствием носить. Посмотрите, какая малюточка. Сразу вижу здесь потерю одного кристаллика. Скорее всего, он потерялся как раз-таки в коробке при транспортировке. Еще вижу здесь потерю одной жемчужинки. Ну, мы видим с вами такую выпуклую конструкцию закрученного цветка. Немножко напоминает коловрат такими своими элементами. Эта брошь у нас не имеет маркировок. Похожа на работу от Кора. И опять-таки в сочетании своих миниатюрностей посмотрите, как они интересно компонируют между собой. Больше о ней сказать нечего. Выполнена достаточно качественно, и она очень такая тяжеленькая, хорошая, красивая брошь. Можно их даже, в принципе, носить парами. Следующее украшение это, ну уж так досталось, давайте смотреть так со спины. Это украшение годов 80-х. Красивая брошь с черной эмалью, такая выпуклая, лаконичная, я бы ее так назвала. Больше сказать о ней нечего, она достаточно тяжеленькая, но по всем своим признакам она характерный представитель 80-х годов, уходящий своей стилизацией к эпохе ар-деко. Если вам будет интересно, чтобы я записала отдельное видео про эпоху ар-деко или ар-нуво, обязательно напишите об этом в комментариях, и я как-нибудь выпущу отдельный ролик на эту тематику. К слову, это два моих наилюбимейших периода в создании ювелирного искусства из всех, которые только можно себе представить. Я просто огромный фанат этих двух эпох. Поэтому, если вам интересно и вы не знаете, чем они отличаются друг от друга, дайте знать в комментариях, и как-нибудь я сделаю для вас отдельный выпуск на эту тему. А мы с вами двигаемся дальше. И давайте посмотрим следующим украшением вот этот браслет. Это цепочка в виде такого пояса, наверное, да, так можно сказать. Он вот так закрывается. Оп. И садится на ручку. Цепь выполнена достаточно качественно. И давайте посмотрим, есть ли тут какие-то маркировки. Да, Avon. Ну, Avon, конечно, славится своим обилием линеек украшений. Сложно сказать, какого оно периода. Возможно, что-то около современное, годов 80-х, 90-х. Напишите, какие украшения по оттенкам любите вы. Серебряного тона, золотого или, может, вообще что-то супер уникальное. Будет интересно почитать. Так, я вижу очень красивую брошь. Опять у нас такое обилие и флоральной тематики, да, и каких-то анималистичных дизайнов, как вот этот. Это очень красивая брошь стрекоза. Выполнена достаточно качественно. Посмотрите, как сияют ее кристаллики такого аметистового оттенка. В хорошей сохранности. И я могу, конечно, смело судить по ее качеству изготовления. Это то, что вперемешке со всеми украшениями она не потеряла ни одного своего кристаллика. Маркировок здесь нет. Но брошь такая прям добротная. В меру тяжеленькая. Кристаллики выполнены из стекла. Красивое такое сочетание нежно-лавандового и аметистового оттенка. Мне кажется, она также могла бы сегодня отлично дополнить мой наряд. Посмотрите на эти малюточки. Это серьги на винтах. Такой механизм сережек практически во всей своей линейке использовала фирма Vendome. Это люксовая линия бренда Кора. Мы видим с вами здесь надпись о том, что есть номер патента. Семизначный номер патента нам говорит о том, что это патент как раз-таки на конструкцию, на механизм. То есть на какую-то полезную часть изделия, а не на дизайн. Патент на дизайн обычно состоит из 6 цифр. Здесь запатентована сама вот эта прижимная лапка. Клипсы.
Помимо того, что она у нас откидная, она также регулируется по степени прижатия к мочке уха, что очень удобно. А вот этот центральный кабошончик, по ощущениям, он выполнен как будто бы из дерева, покрытого лаком и расписанного вручную. Сказать об этих сережках больше нечего. Скорее всего, они относятся к 60-м, возможно, 70-м годам. Такой достаточно хорошей сохранности. У них нигде нету ни потертости, ни сколов. Ну и ручная роспись. Следующее украшение, которое мы с вами посмотрим, будут эти бусы. Мы с вами видим градуированное колье. Бусины расходятся от маленького размера к крупному. Основание, конечно же, у нас имеет самый большой размер бусин. Очень красивый оттенок, такой морской синий. Мне кажется, такие украшения всегда особенно хорошо смотрятся с белыми льняными вещами и прекрасно подходят на лето. Бусины выполнены, часть бусин выполнены из пластика, а вот эти ярко-синие бусины как раз-таки похожи на стекло. Сама застежка для удлинительной цепочки была сделана в Японии, но, судя по ее оттенку и тому, что она серебряного тона, а вся фурнитура другая золотого тона, здесь стояла какая-то другая застежка. Небольшие сомнения у меня вызывают вот эти планочки. Они похожи на более такие современные элементы, потому что если мы даже посмотрим на кольца, которые крепятся к вот этой планке трехрядной, кольца винтажные. Вот эти кольца соединительные, они тоже винтажные. А вот эта планочка, она такая достаточно легковесная. И вполне возможно, эти бусы пересобирали на новые планочки и меняли вот этот вот замочек. Сегодня будет много брошей. Такой очаровательный бантик среднего размера с кристалликами из стекла, ажурный. Выполнен достаточно качественно. И мы здесь видим с вами маркировочку Trifari и значок ТМ торговой марки. Эта маркировка говорит нам о том, что изделие выполнено с середины 80-х годов, скорее всего где-то 80-е, 90-е годы, около 2000-х. У меня есть телеграм-канал, в который я совсем недавно обновила таблицу с маркировками бренда Trifari. Вы можете перейти по ссылке в описании к этому видео. Там достаточно много интересных статей, где я разбираю различные украшения, не только бижутерию, но и ювелирное искусство. Прекрасная сохранность, прекрасное качество изготовления, присущее бренду Trifari, потому что все камушки здесь остались на месте в своем первозданном виде. Достойная очень находка. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим на еще одни серьги. Это серьги-клипсы в характерном для 80-х, 90-х дизайне. Такие достаточно крупные, очень акцентные, яркие и переливающиеся. Центральная вставка из пластика. Также с вами видим здесь присутствие эмали, скорее всего горячей. Обратная сторона клипс в хорошей сохранности. Они среднего веса, даже скорее ближе к легким по своему цветовому сочетанию. Их, в принципе, можно, наверное, носить и с этим колье. У них схожий оттенок такого, видите, как вот эти бусины, такого зеленовато-синего тона. И давайте вытянем что-нибудь большое и яркое. Например, вот эту брошь. Ух, какая красавица! Вау, посмотрите, как она сияет. Лишилась, к сожалению, одного кристаллика. О, это брошь Сара Кавентри. Что ж, предлагаю найти эту брошь в оригинальном каталоге бренда и посмотреть, к какой коллекции, к какому периоду она относится. Как вы видите, долго искать эту брошь мне не пришлось. Она относится к коллекции 73 года. И в эту коллекцию входили целый сет украшений в виде кольца, сережек и браслета. Мне, кстати, было бы очень интересно найти все эти украшения в продаже, потому что я их, честно говоря, не встречала. И в жизни эта брошь смотрится намного красивее, чем она представлена в каталоге, потому что она невероятно переливается и
вот эта вот игра ее кристаллов разных оттенков, сочетание зеленого, розового и аметистового в совокупности с такой ажурной основой дает просто какую-то магию перелива и света. Такие украшения, конечно, сами по себе являются достаточно акцентным аксессуаром. И, например, я очень часто подобные броши одеваю еще как кулон. Продев здесь ее на цепочку, то она может быть еще таким очень красивым и акцентным прям медальоном. Восхитительная брошь, я не могу ей налюбоваться. Мне, конечно же, очень хочется вернуть ей на место этот потерянный кристаллик. Просто вот готова ее даже сюда, на самое видное место поставить, чтобы любоваться ей на нашей распаковке. Ну, предлагаю посмотреть одно из украшений, которое стало триггерным к покупке. Потрясающе! Просто в идеальной сохранности колье с родиевым покрытием. Я хочу ему дать сегодня самое красивое и центральное место нашей распаковки. Посмотрите, как женственно, как это нежно и утонченно выглядит, как красиво сияют его кристаллы. Они все в изумительной сохранности. Это, конечно же, высококачественные австрийские кристаллы. Почему? Потому что колье относится к легендарному люксовому бренду Богов. Об этом нам говорит невероятнейшее качество сборки, родиевое покрытие металла, которое сохранилось в своем прекраснейшем состоянии. Это всегда украшения, которые ярко имитируют ювелирные изделия высочайшего класса, то есть бриллиантовые колье. Здесь очень красивая посадка кристаллов техники ПВ. Посмотрите, как красиво выглядят звенья колье, потому что в каждое звено вставлен свой кристаллик. И, конечно же, это колье я приметила именно потому что у меня уже есть одни серьги. Мы как-нибудь посмотрим их с вами в отдельной распаковке, я вам сейчас их покажу. Эти серьги появились в моей коллекции раньше, чем появилось колье. У них нет знака копирайта. Это говорит о том, что, скорее всего, они относятся к началу 50-х годов. Очень красивый дизайн. А когда я увидела лот, в котором было колье, конечно же, я подумала, что это колье будет просто прекраснейшим дополнением к сережкам, потому что оно имеет схожие элементы дизайна. Я не уверена, что это одна и та же коллекция, но в сочетании между собой они смотрятся восхитительно. Моя абсолютная любовь, целый полноценный сет. Мне, конечно же, было интересно поискать архивные материалы. Это реклама 50-х годов. И здесь есть похожие элементы с такими сердцами у сережек и у колье. Лично мне напоминает это сердце, хотя носится оно именно вот в таком положении, широкой частью к низу. Рекламный плакат относится к 1953 году, и мне кажется, что эти серьги вполне могут быть примерно такого же периода. Также я бы хотела вам показать еще один рекламный плакат, где есть похожий дизайн сережек. Можно также судить о возрасте этих сережек по дизайну украшений 50-х, начала 50-х годов. Ну и в принципе можете посмотреть, как выглядели колье марки Богов в тот период. Я могу смело отнести это колье к середине 50-х годов. Почему к середине? Потому что здесь уже присутствует маркировка со знаком копирайта. Это значит, что колье было выпущено с 55-го года и позднее, то есть где-то ориентировочно с 55 к 60 году вышло вот это восхитительное колье. Серьги я датирую более ранним периодом, начала 50-х годов. Об этом говорит их дизайн, об этом говорит их маркировка и, конечно же, сохранившиеся архивные данные схожих коллекций бренда. Ну и немного подытожив свою распаковку, я хочу вам сказать, что, конечно же, наличие украшений фирмы Богов в коллекции — это очень достойная инвестиция не только в саму коллекцию и в прекраснейшие украшения, которые, мне кажется, проживут еще не один десяток лет в таком же состоянии, в котором их когда-то создали, но и, конечно, дань высокому ювелирному искусству среди костюмной бижутерии. И по сей день эти украшения очень высоко
ценятся. Такое пополнение и такой матч с сережками в моей коллекции я считаю очень и очень достойной покупкой, которая стоила в принципе покупки всего этого лота. Мы с вами встретимся уже буквально через недельку в следующем видео и будем дальше смотреть на восхитительную распаковку. До скорых встреч! Пока-пока!